Всем привет! С вами Евгений, и сегодня у нас обзор каминов. Мы решили сравнить дровяной камин и газовый камин. Итак, первый пункт, по которому будем сравнивать, это эстетика. Начнем с дровяного камина. Ну, конечно, дровяной камин с точки зрения эстетики очень красивый, он может быть в любом исполнении. У нас с вами представлен островной камин, это значит, что он со всех сторон открыт и греет во все стороны. Бывают другие интерпретации, но сегодня мы смотрим с вами на такой. Конечно, открытый огонь – это всегда красиво и приятно зимними морозными вечерами сидеть у камина и, соответственно, подбрасывать туда дрова. По первому пункту эстетика, газовый камин, ну, конечно, здесь сказать нечего, аскетичный дизайн, особо, так сказать, впишется не во все интерьеры, и, ну, по эстетике, прямо скажем, газовый камин проигрывает 1-0 в пользу дровяного камина. Итак, второй пункт, по которому будем сравнивать, это удобство эксплуатации. Начинаем с дровяного камина. Ну, что тут можно сказать? Для того, чтобы затопить камин, нужно приготовить дрова, донести их, собственно, до самого камина, разжечь, и только после этого уже наслаждаться самим процессом. И, конечно, не забывать их подкладывать, потому что дрова прогорают примерно со скоростью полчаса 6 поленьев. Поэтому нужно обязательно за ним постоянно следить, и если огня не будет, то, соответственно, будет тлеть, и возможно попадание дыма в помещение, где у вас находится сам камин. По второму пункту удобства эксплуатации можно сказать, что, конечно, это очень удобное приспособление, потому что оно такое достаточно компактное, хотя сопоставимо по мощности с дровяным камином. Вот сзади, собственно, находится сам газовый баллон, откуда идет питание, и вверху панель управления розжигом. Ну, вот примерно так он зажигается. Давайте я продемонстрирую. Нажимаем, и с пьезо розжига разжигаем. Все, собственно, мы разожгли наш газовый камин, и регулировка мощности происходит просто обычным поворотным механизмом, который зажигает одну из комфорок. 1,4 кВт энергии каждая комфорка. Что, конечно, достаточно просто по сравнению с разжиганием дровами камина, и поэтому во втором раунде выигрывает газовый камин. Итак, третий пункт, в котором мы сравниваем, это безопасность. Что можно сказать про дровяной камин с точки зрения безопасности? Конечно, чем более открытый камин, тем больше может лететь из него искр, может вывалиться полено, хотя здесь и сделаны такие вот решеточки, но все равно, конечно, какой-то шанс небольшой есть, что может отсюда что-то попасть на пол и воспламениться. Конечно, при закрытом камине, например, когда камин целиком закрыт и стеклянная дверца, такого практически невозможно. Но не забываем о том, что остаются еще перекрытия в доме, куда уходит вытяжка самого, значит, камина, и там тоже могут возникнуть проблемы. Но в целом при грамотной эксплуатации здесь все должно быть нормально. Нужно только следить за тем, чтобы у вас все было по нормам и правилам. Третий раунд — безопасность. Что можно сказать про газовый камин с точки зрения безопасности? Ну, на самом деле, здесь есть такая защитная решеточка, чтобы не обжечься и, так сказать, ничего не воспламенилось. Безусловно, конечно, если поднести сюда что-то воспламеняющееся, то здесь, ну, достаточно, хоть я руку могу держать, но достаточно все равно горячо и, конечно, произойдет воспламенение. Но с точки зрения всего остального, он может работать безостановочно, следить за ним практически не надо, и очень часто такие камины эксплуатируют вообще без остановки круглую зиму и отапливают на них целые дома. И если все соединения у вас здесь плотные, все хорошо, то никаких проблем у вас с ним не возникнет. Поэтому мы ставим еще одно очко в этом раунде газовому камину, и опять побеждает газовый камин. Итак, четвертый пункт — это обогрев и расход топлива. То есть какая эффективность вообще от этого камина? То, что это эстетически красивый, мы с вами уже поняли, но как он греет? Вот этот камин, именно этот, он рассчитан 4 киловатта энергии. То есть это эквивалентно 4 киловаттам батареи или какого-то электрообогревателя. Соответственно, конечно, 4 киловатта достаточно обогреть 50-60 квадратных метров. Но если он потухнет, конечно, обогрев сразу прекратится. Ну и не нужно забывать о том, что нужно подкладывать постоянно дрова.
С точки зрения расхода дров, в данном случае кубометр дров, а в кубометре дров примерно порядка 300 поленьев, вам хватит на безостановочного топления примерно 5-6 дней. Что в принципе немало, но требует постоянной подкладки дров в топку. То есть вот так вот можно сказать по поводу обогрева и эксплуатации. Что можно сказать про обогрев и расход топлива газового камина? Камин, как я и говорил, эквивалентен тому камину дровяному, это 4 киловатта, то есть на полных включенных комфорках он дает 4 киловатта тепла. Соответственно, что эквивалентно нашему камину дровяному. Заправляется достаточно просто путем замены газового баллона, поэтому с точки зрения самого сырья, то есть это просто замена баллона, уже заправленного на пустой. Заправка такого баллона стоит примерно 500 рублей, что крайне недорого. Поэтому опять в раунде побеждает газовый камин. Итак, пятый пункт, по которому будем сравнивать, это цена. Вот этот камин, который вы сейчас видите, обошелся его владельцу полностью с монтажом в доме порядка 100 тысяч рублей. Это не дешевое, действительно, удовольствие. Есть, конечно, камины и подешевле, поменьше. Они будут стоить порядка 50 тысяч рублей. Но есть и более дорогие, более массивные камины, которые могут доходить и до 500 000 рублей. Поэтому, конечно, нужно понимать, что камин в принципе не дешевая затея для вашего загородного дома и будет требовать, безусловно, финансовых вложений. То есть, неважно, строите вы дом в начале с камином или потом будете монтировать, это потребует, безусловно, трат, составляющих примерно от 50 тысяч рублей. Итак, раунд цена. Такой камин, вот, как у нас представлен, какой-то фирмы Баллу, он стоит порядка 5-6 тысяч рублей, и еще баллон, который не идет в комплекте, стоит порядка 1000 рублей. То есть цена комплекта такого камина составляет порядка 6-7 тысяч рублей во всех магазинах, сетевых, да и обычных магазинах, то есть примерно такая на него цена. Конечно, гораздо дешевле с точки зрения, если сравнивать с дровяным камином, в разы, а то есть примерно в 10 раз от самого дешевого монтажа камина, дровяного камина в дом. Итак, по итогам нашего конкурса побеждает газовый камин. Хотя, конечно, скажу честно, что я пользуюсь и таким камином, и с точки зрения удобства и всех перечисленных пунктов, по которым выиграл газовый камин, я соглашусь, что это удобно, безопасно, менее, так сказать, дымно, но с точки зрения эстетики, а порой это главное, зачем мы приезжаем за город, конечно, мы бы поставили именно дровяному камину первое место. Но по функциональным и иным признакам у нас победил и этот газовый камин. Так что на этом обзор каминов у нас на сегодня закончен. С вами был Гордиенко Евгений. Всем пока!